командир. Пауль Вильгельм Зиберт, лейтенант, 230-й пехотный полк. Товарищ старший майор, личное дело Николая Кузнецова. Оставляй. Решите идти? Есть. Николай Иванович Кузнецов, он же Николай Грачев, он же Рудольф Шмидт, он же Пауль Зиберт, советский разведчик. С 1936 года тайный агент центрального аппарата НКВД. Прозвище Пух «Колонист». В 1942 году зачислен в отряд особого назначения «Победители». Под именем немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта вел разведывательную деятельность в городах Ровно и Львов. Основная задача – проведение так называемой линии Т – террор. Беспощадный террор, который осуществлялся против немецких войск практически на всей оккупированной врагом территории. Террор, который в годы войны стал обыденной профессией для сотен советских офицеров. Террор, который вели специальные подразделения, состоящие из профессионально подготовленных диверсантов. 1 сентября 1941 года на оккупированной территории по приказу Гитлера был создан так называемый Рейхскомиссариат Украины. Он включал в себя почти всю оккупированную территорию тогдашней УССР, за исключением Галиции и области между Днестром и Южным Бугом, захваченной Румынией. Должность рейхскомиссара занимал обергруппенфюрер Эрих Кох. Украина при этом определялась исключительно как географическое, а не как политическое или национальное образование. Чтобы подчеркнуть этот факт, Кох выбрал столицей не Киев, а провинциальный город Ровно. А 5 июля 1941 года в Москве для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу немецкой армии была сформирована особая группа при Наркоме внутренних дел СССР. Возглавил ее старший майор Павел Судоплатов. Город Ровно. Здесь находятся основные учреждения оккупационной администрации на Украине. Тыловые части, управление экономикой округа, судебное учреждение и резиденция рейхскомиссара. Ваша главная цель – ликвидация Коха. В январе 1942 группа Судоплатова была преобразована в 4-е управление НКВД. При управлении создавались отряды специального назначения, в которые набирались бывшие спортсмены, специалисты по взрывному делу и ведению партизанской войны. В июне 1942 года отряд «Победителей» во главе с Дмитрием Николаевичем Медведевым был десантирован на Житомирщине и, пройдя 300 километров, начал боевые действия в Сарненских лесах Ровенской области. Именно в этот отряд должен был направиться и Николай Кузнецов. Ваша главная цель – ликвидация Коха. Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца, а украинец убивал поляка. И если до этого по дороге они пристрелят еврея, это будет как раз то, что мне нужно. Эрих Кох, обергруппенфюрер СА, занимал должность гауляйтера Восточной Пруссии, а затем и рейхскомиссара Украины. На этом посту отличался крайней жестокостью при проведении в жизнь оккупационной политики Гитлера. Организовывал депортацию жителей Украины на работы в Германию. Мы народ господ и должны жестко и справедливо править. И я выжму из этой страны все до последнего. К июлю 1943 года из Украины в Германию уже было вывезено более 3,5 миллионов тонн зерна, 500 тысяч тонн картофеля, 155 тысяч тонн сахара, 100 тысяч тонн бобовых, 50 тысяч тонн масла.
Это примерно 1/10 часть годового производства этих продуктов во всем Советском Союзе. На работы в Третий Рейх было насильственно отправлено 2 миллиона человек. Для сравнения, до войны население крупнейшего города Украины Харькова составляло 901 тысяча человек. Вы будете заброшены в Сарнинские леса под Ровно, в группу Медведева. В отряде вас будут знать как Николая Грачева. Позывной прежний. Колонист. В городе Ровно располагались основные учреждения немецкой администрации. Всего свыше 240 управлений и штабов, в том числе и резиденция Эриха Коха. Город являлся также центром Генерал-Бецерка, округа Волынь. Именно здесь находился немецкий суд во главе с оберфюрером СА Альфредом Функом, штаб командующего Остгруппен генерал-майора Илькина, штаб начальника тыловых воинских частей генерал-лейтенанта Китценгера и другие учреждения. По прибытии в отряд Кузнецов решил осмотреть город, где ему предстояло жить и работать. Мундир немецкого обер-лейтенанта пришлось гладить с помощью нагретого на костре топора. Кузнецов был снабжен в Москве полным набором документов. Но командировочные удостоверения вермахта в различных городах часто отличались друг от друга. Поэтому документ пришлось изготовить прямо в отряде с учетом специфики Ровно. Его напечатал врач отряда Альберт Цесарский. Необходимые подписи подделывал не владевший немецким языком заместитель командира по агентурной разведке Александр Лукин. Николай Струтинский, используя лишь школьный циркуль и сапожный нож, вырезал из подошвенной резины печать. Невероятно, но изготовленные этими людьми фальшивые документы выдержали все проверки. Для немцев вы чрезвычайный уполномоченный хозяйственного командования. Колониста сопровождали 3 бойцов отряда: Владимир Струтинский, Николай Приходько и Поликарп Вознюк. В 50 метрах от центральной площади на Кёнигсбергштрассе располагалась жандармерия. Напротив – гестапо. Рядом – Гебец-комиссариат. И далее – Рейхскомиссариат Украины, где по вторникам и четвергам принимал Кох. А на самой площади находился ресторан «Дойче Гоф», любимое место старшего офицерского состава. Но в Ровно Кузнецов узнал – Коха в городе нет. А пока Коха не было в городе, колонист не терял времени даром и начал проводить мероприятия под литерой «Т» – истребление высокопоставленных офицеров вермахта. Для этого на загородных шоссе вокруг Ровно было организовано несколько подвижных засад, которые разведчик называл «Охота на индюков». Папашка, пулеметчик, Митяй водитель. Остальные по машине. Огонь! Фале! Але зурук, зурук! Есть фале! Митяй, он твой! Рейхскомиссар словно чувствовал, что на него объявлена охота. Если до сентября 1942 года он большую часть времени проводил в Ровно, то теперь старался как можно реже бывать в этом городе, курсируя между Кёнигсбергом, Брестом, Луцком и Ровно. И первая реальная возможность его уничтожить появилась лишь в день рождения Гитлера, 20 апреля 1943 года. 20 апреля он будет в городе. План такой. В 10 часов утра в городе планировался военный парад, где Кох должен был выступить с речью. На рассвете группа разведчиков, одетая в форму вспомогательных войск вермахта под командованием Кузнецова, заняла позиции около центральной трибуны.
Предполагалось, что партизаны забросают трибуну гранатами, а затем скроются, воспользовавшись паникой. Но Кох на параде не появился. В этот день вечером в результате поджога полностью выгорели огромные склады около железнодорожного вокзала в Ровно. Второй шанс выпал в начале мая 1943 года, когда Кузнецов узнал, что Кох должен прилететь из Кёнигсберга. Бойцы просидели в засаде целый день, а связной с аэродрома так и не прибыл. Позже Кузнецов выяснил, что Кох вылетел в Берлин. Нужен был другой план уничтожения Коха, более точный. И такой план был разработан. Guten Tag. Sie sind Frau Лисовская? Я. Да-да. Вам привет от Попова. Лидия Лисовская, бывшая польская балерина. По некоторым сведениям, работала на польскую разведку под псевдонимом «Фарфоровая куколка». Во время войны начала сотрудничество с НКВД. Работала экономкой в доме командующего войсками Остгруппен генерала Макса Ильгина. В ее квартире в Ровно часто бывали немецкие офицеры и чиновники. Лидия Лисовская познакомила Кузнецова с Валентиной Довгер. Именно с помощью Довгер Кузнецов планировал провести очередное покушение на Коха. Знакомьтесь, Валентина Довгер. Николай. Николай. Валентина Довгер, дочь разведчика из партизанского отряда Медведева-Победители, погибшего в марте 1943 года. Добровольцем вступила в отряд и была направлена в Ровно в помощь Кузнецову. Вот документы, подтверждающие, что вы урожденная немка. Вы моя невеста, но вам грозит отправка в Германию на работу. И позволить вам остаться в Ровно может только Эрих Кох. Ясно. А теперь разрешите пригласить вас на танец? Планировалось, что Кузнецов и Довгер попросят личной аудиенции у рейхскомиссара для получения разрешения на брак. Девушка должна была отвлечь внимание охраны, а разведчик вытащить из кармана пистолет и застрелить Коха. Прошу вас. Nein. Нет. Nur die Frau. Только фрау. Но операция сразу пошла не по плану. Прошу вас, обер-лейтенант.
День добрый. Мне назначено. Да, подождите, пожалуйста. Кузнецов стоял в метрах 5 от стола Коха. Возле него находились трое охранников, не спускавших глаз с его рук. Кроме того, в кабинете сидела овчарка. Колонист понял, что если даже он сможет вытащить пистолет, то выстрелить не успеет. Вы хотите жениться на девушке неарийского происхождения? Она фольксдойче. Женитесь, обер-лейтенант. Но не задерживайтесь в тылу надолго. Пожалуйста, проходите. Примите мои сердечные поздравления, обер-лейтенант. Фрау, благодарю. Радиограмма. Центр Тимофею. Ввиду невыполнения колонистам задания по уничтожению Коха приказываю срочно провести служебное расследование. В случае необходимости принять меры для ареста колониста и отправки его в центр. Я не струсил. Есть разница между опасно и невозможно. Это было невозможно. Если я должен погибнуть, я хочу быть уверенным, что цель будет уничтожена, а в данной ситуации этой уверенности не было. За невыполнение приказа вы можете быть расстреляны. Делайте, как считаете нужным. Вы временно отстранены от оперативной работы. До решения центра будете находиться на территории лагеря. Под особым наблюдением. Есть. Разрешите идти? Идите. Так вот, я и говорю, значит. Вась, а где ты бьешь на корочку? Отлично, на корочку. Получил по полной. Шуберт? Ага. Фриц. Да нет, Франц. Судоплатов понимал, что в оперативной работе агента возможны различные ситуации. Колонист оставался очень важным агентом. Лишь благодаря его работе в руки советского командования попала карта с указанием линии немецкой правительственной связи на территории Украины, Польши и Германии, а также расположение ставки Гитлера под Винницей Вервольф. Пусть работает дальше. Пишите, приказываю. Колонисту оставаться в Ровно. Пусть продолжит работу. Цели следующие. Летом 1943 года Кох практически не появлялся в Ровно. И в Москве приняли решение ликвидировать других руководителей оккупационной администрации. Первым в списке значился заместитель Эриха Коха, глава немецкой администрации Пауль Даргель. Пауль Даргель – член нацистской партии с 1920 года, депутат Рейхстага, правительственный президент города Цихинау, Польша, начальник второго главного отдела Рейхскомиссариата Украина и постоянный заместитель Эриха Коха. Даргель жил по адресу Шлоссштрассе, дом номер 18, в 300 метрах от Рейхскомиссариата. Каждый день, ровно в 13:30, он шел обедать домой, а через час возвращался обратно.
Через несколько дней выяснилось, что Кузнецов застрелил не Даргеля и его адъютанта, а приехавшего из Берлина руководителя главного отдела финансов при рейхскомиссариате, министерского советника Ганса Геля и кассового референта Винтера. Сам Даргель в тот день задержался на работе, и это спасло ему жизнь. По замыслу советской разведки, это убийство предполагалось представить как действие западноукраинских националистов. На месте покушения колонист специально бросил бумажник дорогой берлинской фирмы. В бумажнике находился членский билет берлинской ячейки Организации украинских националистов и письмо отделением ОУН на Украине. В письме предписывалось в связи с явным проигрышем Германии войны начать действовать против немцев, чтобы привлечь симпатии населения. В бумажник также вложили несколько советских купюр, 20 американских долларов, 140 рейхсмарок и золотые царские десятки. Комбинация была рассчитана точно. После покушения немцы сначала арестовали, а затем расстреляли свыше 30 видных деятелей Организации украинских националистов. Ничего, одним годом меньше будет. А Даргеля мы гранаты возьмем. Поехали. 30 сентября 1943 года в Ровно прозвучал взрыв. Рейхскомиссару Украины Эриху Коху. 30 сентября 1943 года к дому регерунгс-президента Пауля Даргеля на улице Шлоссштрассе, 18 подъехал автомобиль. Когда глава администрации выходил из своего особняка, пассажир автомобиля, одетый в форму обер-лейтенанта, бросил в него гранату. В результате взрыва господин Даргель получил тяжелые ранения. В госпитале ему были ампутированы обе ноги. Взрывом убит проходивший мимо полковник вермахта. Есть основания полагать, что русский агент также получил ранение, но с места преступления сумел скрыться. Начальник гестапо города Ровно. Так. Надо извлечь осколок. Как раз осталась одна ампула новокаина. Не надо, я потерплю. Тогда терпите. Так, терпите. Держи. Для поимки Кузнецова были выделены дополнительные силы гестапо. Сам начальник 4-го управления РСХА, шеф гестапо Генрих Мюллер, прислал в Ровно директиву, в которой предписывалось взять русского агента живым и доставить в Берлин. Вот документы на Пауля Зиберта, как вы и просили. Вместе с гестапо следствие вел и Абвер, служба военной разведки и контрразведки. Майор Абвера Мартин Геттель заподозрил Зиберта в связи с иностранными спецслужбами и начал собственное расследование. Геттель предполагал, что имеет дело с английским агентом. Он планировал договориться с союзниками о сотрудничестве. Вы позволите, обер-лейтенант? Прошу вас, как ваше плечо, господин Зиберт? Хочу переговорить с вами с глазу на глаз. Такие разговоры следует вести в другом месте, господин майор. Кузнецов пригласил Геттеля на квартиру одного из подпольщиков. Дальнейшая судьба майора неизвестна. Его тело так и не было найдено. Приказываю организовать похищение с последующей переправкой в Москву командира 740-го соединения Остгруппен генерала Макса Ильгина. Макс Ильгин, генерал-майор, родился в Кёнигсберге в 1894 году в семье мясника. С 1920 по 1935 год служил в полиции. В 1935 году вернулся в вермахт в звании майора. В августе 1943 года назначен командиром 740-го соединения Остгруппен.
В задачу генерала входила и разработка плана по ликвидации партизанских отрядов. Дом Ильгина был окружен забором из колючей проволоки. Наружную охрану днем нес часовой из солдат восточных батальонов, а после 6 вечера и до 6 утра усиленный пост из 3 солдат. Справка. Остгруппен. Восточные легионы. Добровольческие формирования из военнопленных, призывников и добровольцев с оккупированных территорий СССР, которые сражались на стороне Германии в ходе Второй мировой войны. Именно в доме Ильгина и работала экономкой Лидия Лисовская. Он будет через полчаса. Позови часового. Євсію, іди на сюди. Жить хочешь? Возвращайся на пост, делай вид, что ничего не произошло. Встречай генерала. Понял? Он приехал. Машину его. Все, уходим. Не забудьте документы. Радиограмма. Центр Тимофеев. В связи с перебазированием вашего отряда направить к вам самолет не представляется возможным. Доставка генерала Ильгина в Москву отменяется. Захваченных пленных допросить и расстрелять. Поехали. Завтра утром у нас еще встреча с судьей Функом. Альфред Функ, оберфюрер СС. До назначения на Украину был главным судьей в оккупированной немцами Чехословакии и безжалостно расправлялся с чешскими патриотами. Прибыв на Украину, Функ продолжал свое кровавое дело. По его приказам поголовно расстреливали заключенных в тюрьмах, в концлагерях, казнили тысячи ни в чем не повинных людей. Каждое утро перед началом рабочего дня Альфред Функ брился в парикмахерской напротив здания суда. Пользовался он услугами лишь одного мастера – пожилого поляка Яна Анчика. Анчик, бывший майор польской армии, на самом деле был одним из агентов советской разведки. Обер-лейтенант, какая приятная встреча. Благодарю. Конец октября. Исчез и до сих пор не найден майор Геттель.
10 ноября покушение на Германа Кнута. Через 5 дней выкраден неизвестными генерал Ильгин. И уже на следующий день убит судья Функ. Позвольте спросить, чем у вас в городе занято гестапо? Отныне операцией по принятию радикальных мер в Ровно руководил сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. В город прибыла зондеркоманда Айнзацгруппы С 4-го управления РСХА гестапо, в задание которой входило найти и ликвидировать советского разведчика. 82 профессиональных агента начали настоящую охоту. В числе подозреваемых обер-лейтенант вермахта Пауль Зиберт. По некоторым данным, имел отношение с жительницами Ровно Валентиной Довгер и Лидией Лисовской. Фрау Лисовская? Да. Что случилось? Пройдемте. Вам придется проехать с нами. В чем дело? Вам все объяснят на месте. В это время у Кузнецова вновь появилась возможность убить Коха. Эрих Кох планирует выступить на вечере, посвященном католическому Рождеству в немецком доме. Один из вариантов предусматривал минирование центральной трибуны в клубе. Однако Кох сначала перенес собрание на 22 декабря, а затем и вовсе решил провести этот вечер за пределами Ровно. Взрыв пришлось отменить. Всего через месяц, 27 января 1944 года, началась Ровно-Луцкая наступательная операция советских войск на Украине. Спецотряд «Победители» получил приказ продвигаться в тыл немецких войск вслед за отступающими частями вермахта. Кузнецов вместе с Иваном Беловым и Яном Каминским под видом немецких военнослужащих должны были переместиться во Львов, или, как его называли немцы, Ламберт. Им предстояло наладить связи с городским подпольем и продолжить разведывательную работу. В ночь на 29 января советские части, развивая наступление, повернули на юго-восток и оказались в тылу немцев, оборонявших Ровно. 2 февраля город Ровно был полностью очищен от немецких войск. Дрозд передал, что в квартире гестапо. Уже 3-я явка провалена. Ищут обер-лейтенанта вермахта. Куда едем? На Воловую, к штабу Люфтваффе. Ты с ума сошел? Тебя ищет гестапо всего города. На Воловую, к штабу Люфтваффе. Из доклада начальнику 4-го управления РСХА гестапо группенфюреру Мюллеру. Копия рейхскомиссару Украины Эриху Коху. 31 января в 17 часов вечера неизвестный в форме гауптмана вошел в здание штаба Люфтваффе на Воловой улице. У входа посетителя остановила охрана и доставила к подполковнику ВВС Гансу Петерсу. При проверке документов неизвестный застрелил подполковника, а также ефрейтора Зельдега. Затем преступник сумел покинуть здание. На месте убийства обнаружены 3 гильзы от патронов калибром 7,65 мм. Согласно показаниям свидетелей, приметы неизвестного капитана совпадают с данными, полученными из Ровно на обер-лейтенанта Пауля Зиберта.
начальник отделения гестапо города Ламберта, гауптштурмфюрер СС Петер Краузе. Гестапо доставило во Львов Лисовскую, чтобы та опознала Зиберта. Его приметы и фотографии были разосланы во все отделения полевой жандармерии и гестапо, а также на все посты на выезде из города. Во Львове проводились облавы и тотальные проверки документов у жителей города и немецких офицеров. За поимку Зиберта была обещана награда в 25 тысяч марок. Доктор Бауэр? Да, в чем дело? Вам пакет. Из немецкой прессы. 9 февраля 1944 года вице-губернатор доктор Отто Бауэр, шеф правительства дистрикта Галиция, пал жертвой большевистского нападения. Вместе с ним погиб его ближайший сотрудник, начальник канцелярии президиума губернаторства доктор Генрих Шнайдер. Они погибли за фюрера и рейх. Изначально Кузнецов имел инструкции переехать в Краков. Там, выполнив задание, он должен был пробиваться в партизанский отряд или осесть в подполье, ожидая прихода советских войск. Однако прорваться в Краков было уже практически невозможно. Впереди пост. Поворачивай налево. Стой. Сегодня ночуем здесь. Завтра нужно выбираться из города и идти к линии фронта. Отряд Медведева так и не смог пробиться ко Львову на встречу с Кузнецовым. В схватках с врагом партизаны понесли ощутимые потери. Не хватало продовольствия и боеприпасов. Сам командир отряда был тяжело болен и мог передвигаться только на санях. Партизанам Медведева был отдан приказ прекратить рейд по вражеским тылам и идти на соединение с частями Красной Армии. Кузнецов также получил приказ двигаться к линии фронта. 28 февраля 1944 года для поддержки колониста отправлен отряд. Гранату. Встреча с колонистом запланирована юго-восточнее Львова в районе Перемышля через 7 дней. Документы, пожалуйста. Ребят, там наши. Разведчик едва ли не впервые ошибся. Впереди были не красноармейцы, а переодетые в советскую форму бойцы украинской повстанческой армии. Мужики, мы свои, не стреляй. Коммунисты. В схватке с ними в селе Боротин погибли Иван Белов, Ян Каминский и Николай Кузнецов. Останки Николая Кузнецова и бойцов его группы были обнаружены 17 сентября 1959 года в урочище Кутыки.
Судебно-медицинская идентификация и реконструкция облика Кузнецова по черепу выполнялись сотрудниками Института этнографии Академии наук СССР имени Герасимова. Пауль Дарге, несмотря на потерю обеих ног, продолжал числиться заместителем Коха. С 1944 года уполномоченный имперского руководства НСДАП по восточным вопросам, а также по связям с генералом Власовым. Начальник штаба фолькштурма в Восточной Пруссии. По некоторым данным, после войны проживал в Ганновере. Эрих Кох. После войны 4 года скрывался в британской зоне, получая пособие по безработице в размере 18 марок. Был арестован в 1949 году и передан польскому правительству. Суд приговорил его к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением по причине слабого здоровья. Прожил в заключении 27 лет и умер в тюрьме Барчево в возрасте 90 лет. Тюрьмой для Коха служила просторная комната в замке с телевизором, библиотекой и свежей западной прессой. Лидия Лисовская была убита при неизвестных обстоятельствах 26 октября 1944 года на уже освобожденной от немцев территории Украины в селе Мазярка Хмельницкой области. Валентина Довгер в 1944 году была арестована гестапо, подвергнута пыткам и вывезена в Германию в концлагерь. С 1950 года жила в Воронеже. Награждена орденами Ленина, Отечественной войны первой степени и медалями. 5 ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Иванович Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.